Многие древние цивилизации повлияли и вдохновили людей в 21 веке, такие как греки и римляне. Но из всех цивилизаций мира ни одна не заинтриговала людей больше, чем майя, чья культура, астрономия, язык и загадочное исчезновение продолжает очаровывать людей. В центре внимания находится самый посещаемый, впечатляющий и загадочный из городов майя Чичен Ица. Этот таинственный и разрушенный город очаровал и интриговал археологов, исследователей и историков с тех пор, как он был впервые обнаружен и описан епископом Диего де Ланда, который написал об истории полуострова Юкатан в конце 16 века. Чичен Ица стоит особняком среди сотен археологических памятников в современном мексиканском штате Юкатан. В настоящее время его посещает более 1 миллиона человек каждый год. Этот древний город достиг своего расцвета примерно 600 по 1200 год нашей эры, и в то время был главным политическим и религиозным центром всего Юкатана. Само место состоит из множества искусно спроектированных и украшенных каменных зданий, в том числе храмов, пирамид, дворцов, обсерваторий и площадок для игр в мяч, построенных без использования металлических инструментов. По не совсем понятным причинам майя начали покидать Чичен Ицу примерно в начале 13 века нашей эры, и вскоре руины остались заброшенными. Древний священный город Чичен Ица расположен в джунглях на северо-востоке полуострова Юкатан, в 120 километрах к юго-востоку от города Мерида. Причина, по которой майя разместили здесь свой священный город, лучше всего объясняется наличием естественных воронок, известных как сеноты, поскольку отсутствие надземных рек делало необходимым круглогодичное водоснабжение. Ранее упоминался как сенот жертвоприношений или священный сенот и использовался майя как место для ритуальных подношения своему богу дождя Чааку. В периоды сильной засухи здесь также приносили в жертву людей, чтобы умилостивить бога. Считается, что Чичен Ица была основана в 514 году нашей эры священником Лукином Чаном, также известным как Ицамна, и насчитывала несколько сотен зданий. Руины города можно разделить на две группы. Одна относится к классическому периоду майя и построена между 7 и 10 веками нашей эры, а другая относится к периоду майя-тольтеков, который длился с конца 10 до начала 13 века. Тольтеки, еще один индейский народ, происходящий из Центральной Мексики, сделали Чичен Ицу своей столицей в конце X века нашей эры, хотя неизвестно, произошло ли это сила или по какому-то соглашению с майя. Именно в период майя-тольтеков на этом месте были построены самые впечатляющие сооружения Чичен Ицы. Сооружение, с которым люди больше всего отождествляют с майя и Чичен Ица, представляет собой гигантскую ступенчатую пирамиду, возвышающуюся над этим местом, называемую храмом Кукулькана, а также известную под испанским названием Эль Кастильо. Храм на самом деле состоит из двух зданий: более крупной и грандиозной пирамиды, построенной поверх более ранней и более простой постройки. Все здание имеет высоту примерно 55 метров, и на каждой из его 4 сторон когда-то была 91 ступенька, что в дополнение к платформе коронующее сооружение составляет 365 ступенек, по одной на каждый день в году. Еще одним свидетельством календарного значения храма является его 52 панели, представляющие 52-летний цикл календаря майя, и 18 террас означает 18 месяцев религиозного года майя. Пирамида ориентирована так, чтобы точно отметить наступление равноденствия. Внутри более ранней из 2 пирамид храмов есть узкие ступени, ведущие в потайную комнату на вершине сооружения, где археологи обнаружили высеченный из камня трон ягуара, окрашенный в ярко-красный цвет с нефритовыми пятнами, а также скульптуру фигуры Чак-Муоль. Этот последний объект представляет собой разновидность каменного алтаря, состоящего из лежащей фигуры, держащей чашу или поднос над животом. Считается, что этот поднос использовался для подношения благовоний фигуре, которая должна была действовать как посланник богам. Чаша также использовалась для хранения человеческих сердец, вырезанных из тел в процессе жертвоприношений.
Во время весеннего или осеннего равноденствия, когда солнечный свет падает на ступени на северной стороне пирамиды, создается захватывающая иллюзия тени движущейся змеи, скользящей вверх по пирамиде, когда солнце движется по небу. К востоку от Эль-Кастильо стоит храм воинов, огромное пирамидальное сооружение с плоской вершиной, которая изначально имела деревянную и гипсовую крышу. В храме есть колонны с барельефами в виде воинов, многие из которых до сих пор сохранили часть своего первоначального цвета. Храм окружает сотни колонн, остатки разрушенных зданий. На западной стороне участка находится храм ягуаров. Это сооружение получило свое название от процессии ягуаров, вырезанных из передней части здания, и было построено в архитектурном стиле майя-тольтеков примерно в 1100 году нашей эры. Внутри храма находятся одни из самых захватывающих настенных росписей в мире, изображающие древнюю битву между майя и тольтеками. Рядом с храмом ягуаров находится комплекс площадок для игр в мяч, обнаруженных в Чеченице. Размеры этой площадки составляют 165 на 68 метров, что делает ее одной из самых больших площадок для игр в мяч, когда-либо построенных в Центральной Америке, а также лучше всего сохранившейся. Никто точно не знает, как играли в эту игру с мячом, которую майя называли пок-топок. Вероятно, это была скорее ритуальная церемония, чем развлекательная игра. Общее мнение состоит в том, что для того, чтобы команда забила, один из ее игроков должен был без помощи рук или ног передать твердый кожаный или резиновый мяч через отверстия каменных колец, расположенных на противоположных стенах площадки. Это могло быть смертельным времяпрепровождением, так как считается, что капитан проигравшей команды должен был быть обезглавлен в конце игры в качестве приношения богам. Одна из выдвинутых гипотез заключается также в том, что площадка для игры в мяч использовалась как ритуальное пространство, где проводились церемонии, которые имели то же значение, что и настоящая игра в мяч. Панели вдоль боковых стен площадки для игры в мяч украшены событиями, сценами игроков, одетых в тяжелые набивки, и особенно ужасные иллюстрации, изображающие обезглавливание игрока на глазах у обеих команд. Большая часть истории народа майя связана с игрой в мяч, в которую играют в этом мире, а также в мире мертвых, что указывает на религиозное значение игры. В одной части мифа близнецы-герои играют в игру за свою жизнь против владык подземного мира. В другом описано использование мяча, состоящего из обезглавленной головы, заключенной в резину. Более наглядную иллюстрацию значимости человеческой головы в ритуале майя дает стена черепов, расположенная в центре Т-образной каменной платформы длиной 60 метров и шириной 12 метров. Это сооружение использовалось в качестве базы для деревянных кольев, на которые для всеобщего обозрения насаживались отрубленные головы вражеских воинов и жертвоприношений. Его стены покрыты барельефами черепов, а также изображениями орлов, змей и воинов майя с человеческими головами. Эта стена черепов, вероятно, была создана для демонстрации силы майя и, должно быть, представляла собой устрашающее место для вторгшихся армий. В южной части города находится одно из величайших достижений архитекторов майя в Чеченице. Это обсерватория высотой 23 метра или Эль-Караколь, имеющая сходство внутренней винтовой лестницы здания с раковиной улитки. Обсерватория в ее нынешнем виде представляет собой руины цилиндрической конструкции и состоит из башни, построенной на вершине прямоугольной платформы. В здании есть отверстия в нескольких точках, которые служили небольшими окнами для наблюдения и отслеживания звезд и планет. К югу от Эль-Караколь находится женский монастырь, также известный под своим испанским названием Лас-Монхас. Колоссальное сооружение размером в основании 70 на 35 метров и высотой 18 метров. Это искусно украшенное здание строилось в течение нескольких столетий, но функционировало как дворец городского правительства. В хрониках народа майя записано, что в 1221 году нашей эры майя восстали против тольтеков, правивших тогда в Чеченице. Доказательства разрушения были найдены археологами в виде сожжения большого рынка и храма воинов. Впоследствии разразилась гражданская война, и контроль над Юкатаном перешел к Майапану. В
48 километрах к юго-востоку от Мериды. Город Майапан стал величайшим центром цивилизации майя до прихода испанцев в 1519 году. После смены власти в начале 13 века Чичен Итса пришла в упадок, и граждане переехали в другие места. И когда испанцы наткнулись на это место в 1517 году, они нашли лишь город призраков. Его былое величие давно исчезло. Чтобы понять растущий интерес к древним майя, следует обратиться к их замечательному наследию. Символы искусства майя наполнены уникальностью и талантом, которых нет ни в одной другой традиции. И именно поэтому их искусство столь убедительно и достойно нашего внимания. Широко распространенные в культуре символы наносились почти на любой визуально привлекательный объект, который они производили. От крошечных бусин, костей, раковин и осколков обсидиана до изысканно раскрашенной керамики, стен гробниц, пещер и возвышающихся резных каменных монументов. Подобно императорам ацтеков и инков, короли майя не ходили пешком, когда совершали свои царские паломничества или вели свои войска в бой. Их несли на плечах подчиненные в королевских носилках или паланкинах. Обильно украшенные яркими перьями и часто обремененные деревянными изображениями богов-покровителей, эти транспортные средства были гораздо больше, чем средства передвижения. Там были переносные троны и религиозные святилища, а там, где они путешествовали, следовал весь королевский двор. Росписи из храма воинов Чичен Итса сохраняет реалистические изображения обычных домов с соломенными крышами, побеленными стенами и каменными платформами. Те же элементы составляют миниатюрные каменные дома, найденные в городище Копаны, которые иероглифически обозначены как путевые листы или спальные камеры. Майя относились к дому с большим уважением, видя в нем прообраз всех закрытых построек. Каменные здания напоминали дома, но и в таких местах, как Паленки, архитекторы использовали наклонные крыши. Стены окрашены в белый цвет, напоминающий обычную побелку домов. Миниатюрные дома с соломенными крышами также были изображены на архитектурных фризах Пуака. Майя верили, что дом обладает жизненной силой и является микрокосмом Вселенной, придавая дому своего рода врожденную святость. Духовные представления и знания майя с одной стороны удивительны, а с другой ничем не отличаются от духовных представлений и знаний славян и китайцев. Все народы прошли один и тот же путь, выстраивая свою жизнь и познавая мир. И каждый должен решать сам для себя, сам учиться, сам двигаться вперед. И майя сумели это сделать благодаря своему труду, внедрению идей, которые способствовали их развитию.